Добрейшего утра, дорогие друзья! Приветствуем вас на канале Рыболов-Копатель. Посмотрите, какое яркое солнце. Оно уже осеннее. Но тем не менее, тусклым от этого оно не становится. Оно еще ярче стало. Какой-то белый свет пробивающий. С генералом едем в солнцезащитных очках. Но на глаза давит конкретно, да, товарищ генерал? Да, так точно. Я не знаю, там просто радиация шпарит прямо прямиком из Ярила. Впереди Тимур едет. Вон Тимурыч наступает просто. Сейчас поедем. Там помоечка одна есть интересная. Поедем там, попробуем присесть. У генерала спина еще, конечно, не ахти. Поэтому, может быть, потом переедем. Не переключайтесь, подписывайтесь, пишите ваши комментарии и ставьте пальцы вверх. Всем приятного просмотра. Ребят, видимость около 10 метров. Едем примерно так. Вообще жесть. Смотрите. Просто жесть. Как будто лед горит. Вон оно, солнце пробивается. Ярко. Просто жесть. А вот мы и на помойке. А вот и Тимур. У Тимура тоже есть свой канал, друзья. Тимур и его команда называется. Так что заходите, посмотрите. Подписывайтесь, ребят, все про помойки. Это твоя яма, да, вот это, Тимур? Да, это я бомбил. Вот эту ямку. Угу. Было тут что-нибудь интересное или нет? Да. Много Вылазило. бутылок, всякая фигня. Поселковую одну поднял. Пивнуха была какая. Ой-ой-ой, ой. Что там? Сразу отыграла в сторону. Да? Ну, не наш вариант. Не наш? Нет. Давай помыть оттянем. Тут тоже не копано. Вот она, видишь, плотная. Угу. Плотная сидит. Но тут, если вставать, видишь, фигово то, что я очень глубоко копал, потому что здесь насыпь. О, видишь, отстреливает в бок щуп Угу. по стеклу. Угу. Вот тут можно. Угу. По стеклу Вот тоже, тут да? можно, да. Это меня немножко плотность напрягает. Плотность стекла? Плотность земли. Идет как в масло, блин. Типа копаная уже. Ну, может быть, да. Не, ну тут как бы... Тут нет, тут не особо. Ладно, друзья, сейчас будем копать что-нибудь. Сейчас найдем. Ну что, ребят, пошла разработка. Уже меди хапнул сразу же сходу. Вот такая вот еще маленькая. Я не знаю, что это. Под сахар может. Но разбитая. Вот там вот клеймо. Интересное виднеется. Пусть посохнет, полежит, потом покажу. Ну и пару баночек. Такая вот стекляшка с надписями. Копаем, что-нибудь да будет. Как Тимур говорит, в прилове обязательно что-нибудь будет. Да, Тимур? Конечно, 100%. А как там генерал, не слышно? Живой, не? Смотрите, торчит что-то. Кружка, что ли? О. Опа.
Эх, подломанная. Да, есть что-то. Клеймышко. Копаем дальше. Что это такое? Зимняя помощь, не? Сейчас почистим, посмотрим. Какой-то значок или брошка. Может, и зимняя помощь. Дальше вот такие, может, духи были или еще что-то. Там даже еще есть чуть-чуть молекула. Опа. Ох, как жаль, друзья. Ох, как жаль. Какая бутылка была. Горлышко отбито. Дорогущее, наверное. Матовое стекло, по-моему. Тимур заглубился, ребят, очень сильно. На 4 метрах все находки только начинаются. Самые настоящие, интересные. Кто угадает, что за спиной прячет товарищ генерал, получит приз. И без надписи. Все лезет. Ну, какие-то есть бутылки? Ну да, там что-то, фигура какая-то была. Ага. Немножко медиум там. Угу. Все, копаем. Друзья, смотрите. Того времени магнит на холодильнике. Даже что-то написано. Чуть не завалило, да. Ага. Интересно. С названием. Пару пузыревичей еще вылетело. Тут медицина какая-то. А здесь, не знаю, духи, наверное. Шанель 4711. Вот, ребят, смотрите. Еще с этикеткой. Медицина. Это, наверное, от пепельницы. Склянка лезет. Нервно-архитекторские дела по Восточной Пруссии. Вот смотрите. Тоже какой-то то ли дымоход, то ли вентиляционный канал, то ли еще какой-то канал. Интересная штука. Вон они, залежи. Опа. 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 Электрика, пробирки, все подряд. Это ж хорошо, друзья. Опа. И вон карлик.
Вон еще что-то. И вон еще что-то. Везде этикетки бывшие. О, бутылка. Оп. Амол. Смотрите, кусок какого барельефа. Родился. Смотрите, ребят. Сначала не понял, а потом как понял. Да это же катафота. Я думаю, что за икра лягушки. Сейчас мы ее почистим. Красавица. Батюшки мои. Так потихоньку скляночки проступают. Опа. Ну, неймовская. Видишь, какая. Моряки. Ну, так, канал здесь. Тут моряки и были. Ну да. Генерала вон бутылка с содержимым. Микстура еще. Пить будем. Ну что, чуть-чуть поковыряли помоечку, составили компанию Тимуру. Время 10:40. Поедем еще по полю, побегаем маленько. А там по серебрушке дернем с генералом. И уже тогда только в Толпаке можно будет ехать. Не переключайтесь, друзья. Вот обязательно что-нибудь интересное найдем. Правильно я говорю? Все, мы приехали на яблоки, друзья, на поле. Там уже генерал говорит, там яблочки вон красненькие торчат. Сейчас долбанем и пойдем дальше копать. А что делать? Серебрушку-то надо поднимать, ёшкин крот. Батюшки мои. Сапоги когда новые. Супинаторы, ортопеды и т.д. и т.п. Как вам сапоги генерала, кстати, ботинки? Ну, нормально. Терпим. Первая находка на поле. И пломба. Здесь вензель какой-то был. Свинцовая. Мемель. Тут уже звери дорогу натоптали. Главное, в колодец не уйти никуда. Вот они. Вот они, ребят. Смотрите. Ой-ой-ой. Белый налив. Медовые. И не мягкие, и не ватные. Красота. Тут что характерно, ребят, вот тут где деревья, там, видимо, озеро было, и оно подсохло так хорошо. Сейчас я туда залезу, яблоко только доем и пройду туда, там поковыряю берега. Сигналит все. Тут вон покрышка какая-то. Но явно и немцы что-нибудь выбрасывали.
черепица пошла. И смотрите, ребят, что-то интересное. По-моему, пуговица. Итак, по ощущениям, я уже посмотрел, по-моему, Кёнигсберг. Сейчас на солнце. Да, точно. Орел. Кёнигсберг. Вот вам, пожалуйста. На этом поле уже дофига их попадалось. А что она тут делает? Загадка. Цепочка. А значит, где-то рядом и часы, друзья. Сейчас покрутимся. Пуговицы на этом поле по одной никогда не валяются. Продолжение кёнигсбергской истории. И перед этим я тоже 3 штуки подымал, но чуть-чуть не здесь. Генерал-то серебришко поднял. Сейчас генерала настигну и пойдем к машине подводить итоги. Не переключайтесь, ребят. Сейчас покажем, что сегодня удалось найти. Ну, друзья, пришли к машине. Вот так вот по находкам. Пару пуговиц кёнигсбергских, пару зимней помощи, монетки, пломба. Там еще в сумке цветняшки лежат. Ну и стекляшки. Стекляшки сегодняшние. Всяческие баночки. Все, что с надписями, все забрал. Где какие-то есть обозначения. О, со сколом уксусница. Оставляем ее в полевом музее. Ну, вон катафот еще. Вот генерал. Не, это Зильбергрош, не Монтана. Да. Угу. Зильбергрошек. Тоже. Пряжка вон какая-то вся в самоцветах. Да главное цинковая, да? И цвет. Кастет на карлик. Безделушка всякая, короче. Так что вот так, друзья, получилось. Едем кушать чебуреки.